Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Мира, душевной гармонии, здоровья в вашу жизнь. Обязательно. Так, что происходит в его жизни прямо сейчас? Смотрим. И посмотрим, что карты вообще про вас скажут, да? Вот, что там у него, что там у вас. Все посмотрим, в общем. Думайте про этого человека, да, проговорите его имя. Ну и, в принципе, про себя думайте тоже немножечко так. Ну, карты вас услышат. Опа, высший суд, выскочила карта. Сегодня или завтра, сейчас еще одну карту. Умеренность, да, но это значит где-то неделя. Где-то неделя. В течение недели в 8 часов вечера ждите каких-то или новостей, или какого-то человека на порог, или телефонный звонок будет. Но, пожалуйста, ведите себя очень спокойно. И тогда вы возьмете то, что нужно вам, и не испортите эту ситуацию. Это на всякий случай, карта выскочила, я сказала. Умеренность здесь больше как неделя, когда она вот просчитана уже. И 20-й аркан суда, оно как бы выскочило предупредить. 8 часов вечера, я не знаю почему, но вот как 8 часов вечера. Вот такое идет, да, в 20:00. Ну, что еще могу сказать? Может быть, 20:00 будет какой-то знак, и поэтому нужно будет приготовиться к какому-то разговору. И вот, пожалуйста, будьте аккуратны. Тогда все пойдет так, как хотите вы. Если вы будете на эмоциях, может много испортиться. Это на всякий случай. Ну, это неплохо. Значит, карты вас считывают. Смотрите, если вы это услышали, в принципе, оно может уйти, потому что вы уже готовы. Готовы не испортить то, что должно быть в вашей жизни. А должно быть только хорошее, правильно? Так что даже так можно понять выпрыгивающие карты. Прекрасно. Тем более, раз вы здесь, значит, вы это уловили. Вы это поймали. Так, мужчина, давай, приходи. Мужчина, приходи. Сейчас. Угу. Темный. Я его чувствую темным. Либо он действительно темноволосый, либо он смуглый, допустим, да, или же он любит темную одежду. Вот как будто бы его облик темный. Даже если он рыженький, светленький там, либо лысый даже, извините за такие слова, да, но значит он любит темную одежду. Нет, не душа темная, нет. На сегодняшний день нет. Либо одежда, либо вот действительно волосы там, может быть смуглый, да, может карие глаза, но вот что-то темное такое вот в его облике именно. То, что я вижу, вот что-то есть. Потому что я не могу видеть только одно, так как расклад общий. Оно наслаивается, поэтому я перечисляю. Вообще, если вот так посмотреть, у мужчины когда он последнее время стал наклонять голову низко, потому что у него может быть защемление где-то в шейном отделе, либо, когда он крутит голову, он вроде бы как подтягивает свой каркас, так даже, извините, скажу. Как будто я это вот он в моих видениях делает, и я это чувствую. Что-то типа такого. Мужчина у него болят руки. Но только потому, что тяжести таскает, либо ударил недавно руку. Что-то такое есть. Скажу так, у него есть либо в планах, либо он действительно это делает, на массаже ходит. Есть такое либо в планах.
массажи лечебные именно. Именно лечебные. Тревожит его что-то. Кстати, вы примерно это знаете, даже если давно уже не видели его. Потому что он был к этому предрасположен. Так. Очень любит говорить на какую-то тему, в которой он разбирается. Да, он разбирается не во всем, но его послушать интересно людям. Вот такой мужчина. А какая вы по картам? Что карты скажут? Давайте посмотрим. Какая вы? Вы, ну, я не знаю, для него или для вообще всех, вы загадочная. Вы закрытая в каких-то вопросах. Реально, вы загадочная. Вы как марсианка, могу так сказать по этим картам. Тут верховная жрица, что тут еще скажешь? Верховная жрица. Карты так вас описывают сегодня. Либо вы действительно закрываетесь от всех там, либо от кого-то выборочно, либо вы не договариваете в последнее время что-то, потому что понимаете, что может развиться что-то не то, и там, может быть, чувствуете стресс, может быть, чувствуете уныние, может быть, чувствуете, что если вы что-то будете доказывать, это повернется против вас, и вы это не хотите делать, хотя иногда проскальзывает. Вы человек, который действительно понимает суть жизни и вообще, да, но многое, да, вам хочется еще раз услышать, либо еще раз подтверждение, чтобы было. Карты хотят с вами разговаривать, действительно. Карты хотят с вами разговаривать. Вот. Очень хорошая энергия около вас на сегодня. Но есть что-то, что вас тревожит. Около вас есть энергия живая, человек, либо животное, птичка, может быть, который смотрит вам в глаза, и даже если ничего не говорит, ощущается любовь. Именно любовь, даже если ничего животное, естественно, не скажет, а человек может не захотеть говорить, но я вижу любовь. Именно, знаете, такая вот, есть любовь же разная бывает, да? А здесь такая уважение, уверенность в вас, этого человека, этого животного. И эта связь, она дает вам очень многое в вашей жизни. Вы из многих проблем выходите благодаря тому, что высшие силы видят это, что вы кому-то не безразличны. И это дает вам такое вот, знаете, ну, защитное что-то такое, оберег, можно даже сказать. Рядом с вами этот человек, да, либо вот животное, птичка, ну, рыбки, они холодненькие, но если кто-то из рыбок на вас смотрит и радуется, и вы это чувствуете, значит, даже и рыбки. Эта связь, она не это, она связь длинная, она хорошая связь, сильная. Все хорошо должно быть, понимаете? Вот здесь очень сильно это чувствуется. И вот этот мужчина, который сюда пришел, раз карты именно это захотели мне открыть, чтобы я вам сказала, да? Этот мужчина, который пришел на расклад, он не понял вовремя, что вы для него тоже вот этот ключик. Он не смог дать вам энергию силы, да, когда рядом все нормально. Он не смог, но он этим самым и разрушил себя. Потому что вы таки давали ему энергию защиты. Даже просто улыбка ваша, это уже была энергия защиты. Просто вы
подумали о нем, и уже была энергия защиты для него. Но вы во многом нуждались. Вы думали, что он изменится, да? И каждый раз, скорее всего, вы прощали ему что-то, когда были вместе. Здесь нет, здесь вы спиной к нему. Либо вы ушли из этих отношений, либо он ушел, но вы все-таки не вернулись в эти отношения. Вы спиной стоите к ним. Вы к нему и к этим отношениям. Здесь очень сильные энергии на сегодня, которые говорят: а тебе надо успокоиться, куда-то съездить, что-то отдать, и ты получишь расслабление и исполнение. Я не знаю, что это сейчас, может, если карты скажут, скажу. Вот такое вот. Странно, что мужчина именно мечевой выходит, и именно по 5 мечей. Он в подвешенном состоянии из-за собственного гонора, из-за собственных неправильных решений и пониманий, и из-за того, что он злится, он обижает, он обзывать умеет, противно так. Смотрите, если это не ваш расклад по поводу мужчины, но может быть это кто-то другой, потому что я чувствую, что по-любому вы пришли не зря, что это где-то, но это ваше. Может, не все подряд, но где-то ваше. И здесь карты говорят: эй, подожди, у тебя такие хорошие перемены могут быть и будут. Просто повернись к лесу задом. Да, вот как-то так. А к своей дороге передом, ну, как-то так. А почему вы... Давайте так, про мужчину тоже расскажем. Расскажут карты, расскажут. Я хочу здесь разобраться. Куда поехать? 9 пентаклей, а вы знаете, это либо место, в котором вы когда-то были, которое у вас в голове сейчас, вот бы туда съездить, либо которое оставило нехороший отпечаток, допустим, либо хороший, но обязательно эмоционально. Вот о каком месте вы сейчас эмоционально можете подумать, конкретно который вот, ну, сильно так вот, сильный. Да, сильные эмоции, хорошие, плохие, любые, но они сильные. Вот какое-то место по 9 пентаклей вы держите в руках, эта сила. А потом, что нужно сделать, что отдать, потому что я это увидела, да, отдать смерть. Что-то отдать, чтобы себя излечить. Смотрите, если у вас это место отдыха, благополучия, очищения, если вы очень хотите туда поехать, потому что вам там хорошо, езжайте. Вы отдаете реально что-то плохое, беря там вот это хорошее восстановление и по здоровью, и по психике. И реально сейчас посмотрим и про вещичку. Вот такое. Если это сейчас в голове у вас было и в понимании, да, вот этого вопроса, у вас плохое место, вот это плохое место, оно так давит меня. Я там получила, вернее, что-то плохое, вот это болезненное, да. Может быть, именно это место вас туда тянет, чтобы вы там отдали, опять же, что-то, что вам не надо. И, наконец-то, выздоровели. Из одиночества, из болезни какой-то, может быть, кто-то вам порчу какую-то сделал. Именно там вам стало плохо, допустим. Надо съездить туда. Если вам там хорошо, очень, это
90% туда надо съездить. Если вам там плохо, то это 10% туда надо съездить. Смотрите сами, как вам сердце велит. В любом случае, если хорошо и вы не можете туда съездить, ну, как я сказала, 90%, потому что 10% вы можете это посмотреть по картинке, где вы были когда-то, либо набрать в интернете «я хочу туда», вот именно в эти места. И тогда сказать, что я тут присутствую, ну, допустим, у вас не получается туда поехать, я тут присутствую, да, и я отдаю свою боль, свое, ну, что-то черное, да, любыми словами перечисляйте, любыми, что вы хотите действительно отдать. И беру только позитив, только хорошее, восстановление, выздоровление, обретение. Вот это вот, обязательно, аминь, да будет так. Даже с этим раскладом, что я здесь вижу и говорю, вы уже это получаете. Но вот, если не трудно, вот это вот сделать хорошо было бы. Дальше, если все-таки это что-то плохое, тогда, опять же, говорю, 10%, если вы туда съездите, там все повыкидываете и вернетесь, да, как будто, знаете, еще и когда отвернетесь, ноги как об тряпку вытрите, да, что вы себя все уже вот с подошвы даже вытерли, и все, не оглядываясь, идите опять на маршрутку, на поезд там или еще куда. Все, уезжайте оттуда. Ну, по-любому, даже если вы еще раз когда-то там будете, вы уже плохое не возьмете. У вас будет как оберег, защита, что вы там были и все выкинули. Обраточка пойдет врагам. Ну, а 90% рисуночек. Да, рисунок, опять же, фотография. Вот там я был, там мне стало плохо. И я это плохое возвращаю. И хорошее свое забираю. Аминь, да будет так. Вот так вот. Я не знаю, почему это связано с мужчиной, но это вышло именно здесь. Вот так. Вот как обычно проходят расклады, а? Видите? Даже просто обычный расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас, обязательно в последнее время и для вас что-то вот хотят они сегодня сказать. Вот говорят. Если честно, у меня мурашки, потому что это весомо именно сейчас, именно с таким названием. Оно может и не появиться, вот это не появилось бы, если бы я упустила это, да, и думаю, да, в следующем раскладе. А оно может и не появилось, потому что упустили момент. Нет, это момент именно ваш. Это, слава Богу, вы реально даже по картиночке можете очиститься именно после этого расклада или в этом раскладе от чего-то очень-очень плохого. Ну, карта смерти. Это как бы вот. И какая вещичка, я думаю, вы знаете, какую надо там выкинуть, ну, чтобы вот как обнуление, как почистить себя реально, на ноль вывести, чтобы все скинуть. Какая вещичка? Карандаш, не знаю, там бумажка, фантик, платочек, тапочки, помада, что угодно. Что угодно. Если это хорошее место, даже копеечки. Да, как всегда говорят, ой, я брошу тут копеечек в фонтан, чтобы мне пришло счастье, и я еще раз вернулся, еще раз счастье свое забрал. Ну, как-то так. Думаю, по поводу вещи вы понимаете. Вот. Даже можете ее нарисовать, если ее нет у вас под рукой. Нарисовать на бумажке, смять и выкинуть. Ну все, по этому поводу все пока что. Даже карты не буду убирать, пусть стоят. Пусть лежат. Этот мужчина, он вас до конца так и не раскрыл. И ему действительно очень хочется. Вы для него как, ну, как человек, который недоступен, да? Или как человек, которого не всегда можно прочитать. Сначала он думал, что я ее знаю насквозь. А нет, не тут-то было. Не знает он вас насквозь. Поэтому у него в жизни подвешенная ситуация, он сам себя обманывает, он зря делает то, что делает. Ну, как-то так. Так, эти карты я оставлю, не хочу их брать пока что, пусть лежат, как на исправление, да. Когда же через расклад, то, что вы тут, чтобы эта ситуация вот здесь уже даже исправлялась и исполнялась. Так, а по поводу, ну, я тоже что-то ставлю дальше.
Что там происходит в твоей жизни? Кто ты? Дьявол, да, во плоти. Ну, карты говорят, что на сегодняшний день ему ругаться хочется, ему хочется: меня все обманули, я всем вообще не нужен, вечно меня используют, ездят на мне. Вот такое у него сейчас. И в подвешенной, да, ситуации. Дьявол вечно вот присутствует, выходит и выходит. Кстати, к нему он идет, глазками светит. На душе у него беспокойство, слезы. Хочет что-то изменить, хочет что-то доделать. По поводу пентаклей решает свой вопрос, по поводу денежек. Так и происходит в последнее время. Угу, есть такое. С друзьями где-то или ты сидишь. Люблю, говорит, опять месяц выходит. Люблю, говорит, вечером куда-то либо сходить, либо расслабиться, заплатить денежки, чтобы именно вечером что-то чем-то расслабиться. Я не знаю, как-то я плачу и забираю. На рыбалку любит или давно мечтает. Может быть, действительно ездил, может быть, мечтает на рыбалку. Один или с друзьями? Рыцарь Пентаклей мечтает больше, но мог побывать с друзьями больше. По рыцарю Пентаклей здесь как бы, сам по себе ему неинтересно будет. Потому что если один, он будет ждать, он не поедет один. Он либо будет, мечтает по этому поводу, да, будет когда-нибудь там на рыбалке, но с друзьями. Либо уже был, один нет, не хочет. Твои мысли, мужчина, твои чувства к девушке, которая сейчас смотрит. 8 мечей, тройка пентаклей и двойка пентаклей. Его чувства и мысли своеобразные на сегодня опять. Он думал о вас буквально, не знаю, недавно, реально недавно. Может, даже 3 минуты назад. Вот как этот расклад вы смотрите. Либо недавно, либо даже вот прямо сейчас. Есть такое, есть. Он о вас думал. И у него вопрос. Что она делает? Чем она занята? Одна ли она? Есть ли у нее возможность меня увидеть? Хочет ли она этого? У него такие вопросы. Много думает о денежках, реально. Либо о работе, которая была когда-то, он хочет что-то вернуть, восстановить, но не получается. У него есть убытки. Либо саму работу потерял, сменил, да, либо на работе как меньше стал получать, было больше. Он устал, он физически устал. Что тебя волнует? Нет, давай эти мысли о девушке, как бы были, чувства какие? Ну, как маленький ребенок к маме. У него на сегодня такие чувства. Он хочет обнять вас и просто даже уснуть рядом. А почему? А страсть есть? 8 пентаклей. Он устал. У него страсть горит в руках и в надежде. Но на сегодняшний день он просто хочет обнять и уснуть. У него страсть есть. Видите, какой горячий, такой горячий, или, как сказать, камешек в руках, да? Но он устал. Может, возраст, может, действительно нервы на пределе. Физическая, может быть, работа большая такая. Но чувство к вам есть. 8 кубков. Возвращение. Он хочет вернуться в любовь. Но он не видит свое солнце, он не видит свою дорогу к вам. А почему? Потому что его ранило что-то.
а ему кто-то сказал, что тебе сказали, подожди. Семерка мечей, обман был. Семерка мечей — это обман. Его обманули. Его обманули. Очень неприятно говорить, но это действительно был обман, и обман в самую душу. Когда вы уже не вместе были, кто-то сказал, что вас видели, и вы очень нехороший и доступный человек, что-то типа этого. Я четко не слышу сейчас, но у него воспоминания вот этого разговора, кто-то ему говорил, уже после того, как вы расстались, вы не вместе. Нет, нет, зима, холода, как говорится, да, такая вот одинокая улица, и где-то кто-то, но не с тобой. Кто-то ему сказал, да, было такое. Что-то сказали неприятное. Вот если бы вы это услышали, это, фу, это что-то нехорошее про вас говорили. А он повелся и сейчас выздоравливает, это четверка мечей, от вот этого состояния, когда он поверил. И просто как будто ему хотелось оттолкнуть вас и унизить даже. А теперь он хочет вернуть вас, потому что он начал выздоравливать и отходить от этой лжи и понял, что такие его обманули, вы не такой человек. Хотя в самом начале он вам верил, что вы чистый, настоящий человек. Вот такое вот. Здесь он говорит, вот это вот его душа говорит. Что тебя волнует, что тебя тревожит? Он сам себя тревожит. Император, рыцарь мечей, его хлопоты, его действия, его себялюбие, да. Он сам себя. Себялюбие и себя, когда он ненавидит за что-то. Вот сам император, рыцарь мечей, его хлопоты. Так, сам по себе сейчас. Что ты на сердце держишь, что ты в голове держишь как тайну? Вот 20-й аркан опять выходит. И башня рядом. Ну, смотрите, как бы он в 8 часов не проявился. Либо в течение недели у вас будет какое-то, не знаю, может быть, вы увидите на телефоне 2020, да, 22.20. И знаете, что скоро что-то случится. Может быть, это он захочет проявиться, или что-то вам как сигнал пошлет, да. Может быть, от него новости, через кого-то от него новости будут. Ну, в принципе, да, такое может быть. Ну, либо это и у него тоже такое. Ну, как карты говорят, жди перемен, но перемены могут больно, либо неожиданно случиться. Вот, ну, башня, потому что. Либо неожиданно, не а либо. Где-то больно может быть, а где-то и нет, а вот просто неожиданность такая. У вас, да, у вас может быть и не он, а кто-то другой. Припрется, скажу так, да, или прибежит, или просто позвонит. Ну, что-то будет, что-то интересненькое идет. Ну, когда есть возможность на разрешение, на исправление разрушений, да, в своей жизни, тем более высший суд выходит, вот, то это хорошо. То это хорошо. Это значит, что на месте все не стоит, а наоборот меняется. И меняется в лучшую сторону. 20-й аркан высшей силы. Так. 10 мечей. Тайна, да? Ну, тут карты так сказали, но тайна. Да я не скажу, что волнует, тревожит, тайна, радость. Я это здесь не вижу, серьезно. Есть какие-то вот действительно сообщения, но я не могу так вот, чтобы открыть. Королева кубков идет сейчас.
Двойка мечей. Закрытые вы. Вот просто под запретом. Вас не видит. Это и радость, когда вспоминает, и какая-то вот тревога, переживание или, не знаю, злость даже, да, когда вас не видит, понимает, что вы закрыты от него. Как-то все смешалось. Четверка пентаклей, есть у него жадность на сегодняшний день, скупость такая. Шестерка мечей, желание достичь желаемого. Маг выходит, я повелитель, у меня все получится. И в то же время иерофант следующий идет. Высшие силы пусть снимут с меня неудачу, невезение. Такое просят. Я мальчик маленький, я так хочу счастья дома. А у меня вечно происходит что-то такое, где я должен отстаивать свое, сражаться за свое. И ты понимаешь, что ты многое сделал неправильно, и сейчас ты, ну, как бы работаешь. Да, колесо фортуны. Он понимает, реально. Это колесо фортуны. Он понимает, что где-то он неправильно сделал, поэтому сейчас он расплачивается, но у иерофанта, да, у высших сил, он просит защиты, чтобы все-таки то, что он сделал плохое, не сильно его ранило. Ну, не было плохого у него. Такое. Что еще скажешь? Радуешься чему? Ничему, по-моему, да? Двойка жезлов, воспоминаниям из прошлого, любовь, вот воспоминания из прошлого по поводу любви. Радуется, а сегодняшняя паж жезлов, ну какие-то дела, какие-то встречи, надеяться на победу, надеяться на избавление, надеяться на выздоровление, тоже как радость идет. Семерка кубков, желание. Мне не нравится, чувствую, что он выпивает. Уже который расклад, кстати. Хотя может и трезвенник быть, но значит в чем-то другом вот это идет. Потому что он испытывает радость, которая тут же потом проходит. Он такой, ну ху-ху-ху-ху, все хорошо, такой приподнятый, а потом опять плохо, голова кружится или что-то такое. Есть у него. Может на таблетках, может быть действительно массажи постоянно делает, что вот когда сделает массаж получше, а потом опять хуже. Но есть у него вот это. И он боится, что это месть. Угу. Есть и такие мысли в его голове. Он боится, что это месть за то, что он делал. Давайте у карт спрошу, исправится у него это? Семерка пентаклей. Ну пусть он ждет. Да, это может исправиться. Ну, сила прибудет. Он исправится сам и исправит свою ситуацию. Его действительно могут наказывать за то, что он делал плохое. Но смотря как он исправляет это все. Вот такая карта. И карта силы. Радость есть, но местами. Местами она путается с какими-то качелями, волнениями и так далее. Что в доме у тебя? Что у тебя в доме? Паж пентаклей, рыцарь жезлов, императрица, мама его, скорее всего, либо воспоминания о маме, или фотография, на которую он смотрит постоянно, там где-то в альбоме, или даже на стенке, может, висит. Или мама рядом, да, императрица как мама. Здесь больше выходит. Если он женат, допустим, или с другой женщиной живет, может быть. Ну, сейчас посмотрим, да. Ну, здесь одиночка. Это отшельник. Если даже он с какой-то женщиной, здесь сразу карты уже говорят, я все равно, я, может быть, и с ней, как мужчина скажет, но я одинок. С ней нет любви, той, которую он хочет. Это отшельник. Ну, либо мама, да. Может, мамы уже нет, тогда фотографию постоянно смотрит, либо вспоминает какие-то события. Работает, пишет в планах что-то. Любит либо рисовать, что-то руками делать любит. Руками именно, вот что-то делать, готовить, рисовать. Кстати, да, мужчина может. Ну, опять же, расклад общий, да, у каждого свое. Но он чем-то отвлекается. Вот такое вот.
Ну давайте, да, посмотрим, что у него там в доме и соперницей. Туз кубков. В доме нормальная обстановка на сегодняшний день. Пятерка пентаклей, но он одинок. Я говорю, в доме вроде бы нормально, но он одинок. Пустота. Если он действительно имеет рядышком другую женщину, да, вот жену или просто вот женщина с ним живет, допустим, ему не хочется этих отношений. Ну не хочется. Он хочет хороших, больших отношений, но он от отношений с ней отворачивается. И он под дождем, как на этой карте, он ждет вашего прихода, присутствия в своей жизни. Вот так вот. Ну хорошо. Давайте посмотрим еще немножко, и в принципе все, да. Ну, соперница, если есть, вы знаете, ну, одинок он. В доме у него, у него плохо, ему одиноко. Вот так он себя чувствует. Я даже не знаю, что еще сказать. Ну, не хочет он быть с той женщиной, если она есть. А вообще, может, ее и нет. Вот так вот. Так, твои действия, планы на ближайшее время. Я говорит, хочу что-то взвесить, хочу правосудие, может быть, документами какими-то, опять же, занимается. Дорога у него написанная, ну, по планам. Дорога с каким-то мужчиной, разговор будет при какой-то или о какой-то дороге, и будут решать какие-то вопросы. Покупка, продажа, подписание договоров, работа, в общем, и дорога. Все, вот он и еще мужчина. Такое на будущее, на ближайшее будущее. Если у тебя желания большущие какие-то, и хочешь ли ты увидеться с девушкой, которая смотрит? Да, у меня, говорит, есть желание, цветы хочу подарить. Это король кубков. Хочу цветы подарить, хочу увидеть, хочу счастья своего. Он реально хочет вас увидеть. Он через карты это и говорит с вами. Даже если вы не хотите, он хочет. Так. Ну давайте, как всегда, немножечко, не как всегда в последнее время, вот, а как вы к нему сейчас относитесь? Что карты скажут, да, уже который расклад, я так спрашиваю. Королева жезлов, это вы. Как вы к нему относитесь на сегодня? Королева жезлов, король мечей, как к холодному человеку, когда он присутствовал в вашей жизни, он был, вы его знаете, вы его помните, но вы сейчас к нему, вот вы огонь, а он холод. Вы к нему относитесь на сегодня как к холодному человеку, но вы его помните, вы о нем думаете. И между вами, да, возможно, есть какая-то ниточка такая вот энергетическая, да, которая вот притягивает вот эти мысли, воспоминания, такое. Ну, как-то так. Вот. Так, давайте посмотрим, как всегда. Вот теперь говорю, если вы хотите быть с ним, и если вы не хотите быть с ним. Если вы хотите быть с ним, что карты скажут? Королева мечей. Умеренность, любовь, двойка кубков, королева мечей и умеренность сейчас, и паж кубков, да? Нет, однозначно сегодня-завтра проявляться к нему не стоит. Вам ждите его в гости. Как я всегда говорю, единственное, если вы имеете возможность, можете его немножко подтолкнуть, где-то пройтись, чтобы типа вы его не заметили, а он чтобы вас заметил. Ну, что-то типа этого. А так нет. Королева мечей нет. У вас свои заботы, вы себе хозяйка, вы очень умный человек, вот. Но будьте умеренно, не знаю, умеренно решительны в каких-то вопросах. Спонтанно вообще не действуйте. Ну, как-то так. Любовь к вам идет.
он, как паж кубков, он проявится в скором времени и появится. Мужчина, а ну, подтверди, будешь проявляться, появляться. Да, звездочка с такими дорогами, это карта звезды. Ждите, ждите, звезда на небе уже, да? Или его путь к звездочке. Такое. Ну и если вы не хотите быть с ним, что карты скажут? Девятка жезлов, выход из сложностей. Четверка жезлов, в свой дом входите. Тройка мечей, разбитое сердце. И десятка пентаклей, заживает разбитое сердце. В ваш дом входит стабильность, и новый интересный знакомый появится скоро. Просто знакомый. После этого, когда вы познакомитесь с каким-то интересным человеком, этот интересный человек либо откроет вам свою душу и свое сердце, либо познакомит вас с любовью в вашей жизни. В ваш дом идет выход из тяжелого, из разбитого, в стабильное и, скажу так, финансово и морально приятное и горячее. Тут даже огонь есть. Вот так вот. Все на сегодня. Ну, что напоследок карты скажут? Еще тут чуть-чуть осталось. Давайте посмотрим напоследок. Десятка жезлов. Еще одна карта напоследок. И тройка жезлов. Выход. Все, теперь точно. Напоследок даже карты говорят: хватит. Вот так вот хватит. Ты выходишь из своих тяжелых воспоминаний, из тяжелых моментов, из тяжелых ситуаций. Тройка жезлов, открытые пути. Да, и ждите нового знакомства, какого-то интересного. Он либо действительно придет с какой-то целью конкретной, чтобы многое изменить в вашей жизни, либо будет проводником этой цели. Но что-то интересное идет в вашу жизнь. Четверка кубков. Берите от судьбы то, что ваше, и вы будете счастливы обязательно. Расклад только на ютубе. Не забывайте, да? И здесь, именно здесь вы получаете свое. То, что ваше. Вам судьба дает. Четверочка кубков. Судьба вам дает. Все, на сегодня все. И да, реально, он о вас думал недавно. Просто вот буквально, может быть, пока этот расклад идет. И как раз от него, может быть, и шло вот это все. Но очень чувствуется, что он именно мысленно направляется к вам. Ну, пусть будет все хорошо. Угу. Все, на сегодня все. Счастья вам огромное, мира в доме и вокруг вас обязательного. Дай Бог, да будет так, и здоровья крепкого, да? Увидимся, услышимся. Оставайтесь, подписывайтесь, жмите колокольчик обязательно, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео, да? И все, на связи, в общем, на связи. Все, всего хорошего.